Привет, друзья! Если бы вы попросили меня охарактеризовать алжирскую свадьбу одним словом, то это было бы слово «много». Много шума, много машин, много людей, много свадебных нарядов и украшений. В предыдущем видео мы рассказали о том, как в Алжире знакомятся, как делают предложения и как женятся. Если не видели, посмотрите, ссылку оставлю внизу. А в этом видео вы узнаете об алжирских свадебных традициях. Свадебные традиции различаются по всей стране, и разные регионы привносят свою изюминку. Например, если в Тлемсене невеста носит чедду, то в Алжире она одета в караку. Это только один из примеров. В этом видео не будем останавливаться на региональных особенностях, а рассмотрим самые распространенные общие традиции. Хаммам. Это день роскоши и отдыха, организованный перед свадьбой, предназначен в основном для будущей невесты и ее ближайшего окружения. Обычно его проводят за день или несколько дней до дня свадьбы. Невеста в окружении своих близких родственниц уходит в хаммам для традиционной бани. Такой себе день бьюти-процедур. Его также могут проводить в доме невесты. После хаммама часто следует вечеринка у невесты. Приглашаются родственники и друзья. Девичник, другими словами. Церемония хны. Нанесение хны является одной из изюминок алжирской свадьбы. В церемонии хны принимают участие только женщины. Ее проводят или накануне свадьбы, или же в ее день. Обычно старшая из присутствующих женщин наносит хну на руки, иногда и на ноги невесты. В центре ладони кладут маленький круг хны. В народе эту традицию считают символом плодородия, здоровья и семейного счастья. После нанесения хны невеста защищает руки красивыми лентами или перчатками. Если эту церемонию проводят накануне, то в это же время женщины, близкие к невесте, готовят ее чемодан. Речь идет о том, чтобы сгруппировать вместе все, что понадобится девушке в ее новой супружеской жизни, от пижамы до нарядной одежды. Украшения, туалетные принадлежности, духи – все это обычно невеста покупает с родственниками до свадьбы. В этот вечер также женщины готовят свадебные наряды невесты. Свадебные наряды. Вы должны знать, что алжирская невеста наденет не одно платье в течение дня свадьбы, а 7. Действительно, по традиции невеста одевает до 7 красивенных платьев, иногда даже больше. Есть, конечно, белое платье, которое она носит в ратуше, а также другие красочные платья во время торжества. Идея этой традиции состоит в том, чтобы проиллюстрировать разные стили платьев, которые можно найти во многих регионах Алжира. На практике этот обычай уже не соблюдается строго. Покупка 7 платьев доступна не всем, зачастую их берут в аренду. Для свадеб, которые продолжаются всего один день, трудно сделать 7 смен платьев, не заканчивая в конце ночи, потому все поступают по-разному. Некоторые жених и невеста переодеваются только один раз, другие одевают от 4 до 5 нарядов. У невесты обычно переодеваний больше. Жених одевается как ему удобно – костюм, джабадор, гандуру или кафтан. Свадьба. Это день, когда проходит большая вечеринка. В день свадьбы организуется шествие у дома жениха, где транспортные средства украшают цветными лентами и цветами. Часто процессия движется в сопровождении всадников на лошадях и профессиональных стрелков из винтовок. Это конное искусство, которое сочетает в себе культурные представления и боевые искусства, также практикуется в других частях региона, особенно в Ливии, Тунисе и Мавритании.
Вообще свадьба – это праздник всей улицы, где все обычно друг друга знают с детства. Вы можете увидеть, как кортеж жениха сопровождает множество машин, мотоциклов, люди. Это не обязательно гости. Так люди поддерживают радостное событие, просто присоединяясь к колонне. Жених возглавляет процессию и направляет ее к родителям своей невесты, чтобы ее забрать. Почти во всех регионах невеста во время сопровождения укрывается с ног до головы накидкой бурнус. Место проведения свадьбы относительно не важно. Единственным требованием является наличие двух отдельных мест для женщин и мужчин. Женщины веселятся в одном зале, а мужчины в другом, не видя друг друга. Хотя, когда я была на свадьбе, один момент меня смутил. В женском зале женщины были без хиджаба, не покрытые, но видеограф и музыканты были мужчины. Побывав на алжирской свадьбе, я думала, что весело только у женщин, но затем я нашла видео, как веселятся мужчины, и, сами видите, вовсе им не скучно. Кстати, думаю, вы знаете, что на банкетах нет алкоголя, так что люди веселятся искренне от души, а не под действием опьяняющего вещества, и мне это очень нравится. Гости. На алжирскую свадьбу обычно собирается большое количество людей. Это действительно большая вечеринка, на которую приглашается очень большая аудитория. Это важное событие для общества. Пишут в интернете, что торжества могут длиться неделю. Может, так было раньше, но не сейчас. В наши дни обычно свадьба длится один день для гостей со стороны невесты и один для гостей со стороны жениха. Второе празднование от первого отделяет приблизительно неделя. Ситуация индивидуальная. Свадебная трапеза. В ресторан гости приходят обычно после полуденной молитвы. Это приблизительно около 2 часов начинают собираться. Угощение начинается с подачи выпечки и напитков, например, чая, кофе, молока. Плотным будет уже ужин. Обычно вся еда собственного приготовления, но некоторые заказывают и уже готовую. Выпечка ручной работы. Гости свадьбы также получат в подарок вот такие коробочки со сладостями. После вечеринки невеста уезжает в дом своего мужа. Вот такие свадебные традиции в Алжире, друзья. Напишите, пожалуйста, знали вы о них или нет. Бывали вы на алжирской свадьбе? Что понравилось? Будет интересно почитать. До встречи, друзья!